Программа «Все на матч» продолжается. Михаил Рештов, Юлия Маслаченко по-прежнему вместе с вами. Да, ну и теперь, как обещали, будем говорить об автоспорте. Российская команда G-Drive Racing завершила сезон победой. Константин Выборнов, мой коллега и приятель, назвал бы результат заключительного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость не результатом, а сладким сахиром. Почему? Да, потому что Костя может, это во-первых, но и еще потому, что сезон закрывали в Мамлякат Аль-Бахрейне. Находимся в Бахрейне на одном из самых лучших и красивых автодромов мира. Сахир вот уже более 10 лет принимает Гран-при Формулы-1 и 5-й раз чемпионат мира по гонкам на выносливость. Традиционный финал сезона проходит именно здесь. Для российской команды G-Drive Racing этот год получился непростым. Проблемы в начале сезона, отказы техники, помарки и небольшие аварии преследовали 26-й экипаж первую часть сезона. При этом во всех гонках пилоты G-Drive Racing были быстрейшими. Лишь с этапа в Японии все пошло так, как надо. 2 победы в последних 2 гонках. Прекрасная трасса, прекрасное настроение. Всегда очень классно находиться здесь, потому что до этого я был в Москве, -5, снег, грязь, и ты приезжаешь сюда, 25 градусов, море, солнце, вау. По ходу сезона 2016 мы все привыкли к тому, что российская команда G-Drive Racing, экипаж номер 26, стартует в гонках с первой позиции, вот где-то там, по стартовой решетке. На этот раз, несмотря на самое лучшее время в квалификации, наш экипаж дисквалифицировали из-за несоответствия решеток воздуховоду в передних тормозах регламенту. И таким образом наши стартуют лишь последними. Но все восприняли эту новость на самом деле позитивно, ведь так только интересней. С первых метров дистанции Рене Раст стал прорываться через пелотон и планомерно, одного за другим, начал обгонять соперников по классу LMP2. Правда, прорваться в первую тройку сразу не удалось из-за повышенного износа резины. Поначалу было не похоже, что мы самые быстрые и можем победить. У нас была стратегия отличная от всех остальных, но в конце оказалось, что мы делаем все правильно. Наша команда проделала фантастическую работу. Стратегия G-Drive Racing заключалась в том, чтобы заметно прибавить в скорости во второй части дистанции, поставив сохраненный в квалификации свежий комплект резины. Раст уступил место за рулем болида номер 26 Роману Русинову. Гонка стартует на закате, и уже к концу первого часа тысячи прожекторов буквально поджигают весь периметр автодрома, делая 6 часов Бахрейна, пожалуй, самой эффектной гонкой сезона. Первую часть гонки Роман и сменивший его Алекс Брандл были вынуждены бороться с соперниками на пороге призовой тройки. Ситуацию усложнил включившийся после аварии одного из экипажей Астон Мартин режим виртуальной машины безопасности. Все это произошло сразу после очередного пит-стопа G-Drive Racing, поэтому экипажу номер 26 не повезло. Конкуренты смогли воспользоваться ситуацией и заехать вовремя на свои плановые пит-стопы, тем самым отыграв позиции. В гонках на выносливость, помимо чистой скорости пилотов и машины, крайне важный аспект — согласованность действий всей команды во время гонки. Все имеют радиосвязь и слышат то, что говорит гоночный инженер, который находится на командном мостике. И это позволяет реагировать молниеносно на любые изменения стратегии. На тот момент казалось, что максимум на сегодня — 3-е место. Однако ближе к концу дистанции стало понятно, что шинная стратегия нашей команды полностью себя оправдала и вкупе с фантастической работой пилотов позволила прорваться на 2-е место, а затем, буквально за 18 минут до финиша, Рене Раст смог вырвать и 1-ю позицию. Самое сложное в этой гонке было, конечно, менеджмент резины и менеджмент трафика, потому что мы стартовали последними за автомобиль LMP2, за автомобиль GT. И на самом деле пробираться вперед было очень сложно. И где-то в середине гонки мы понимали, что все потеряно, но у нас была очень правильная стратегия, и благодаря этому мы смогли стать лучшими сегодня. 3-й раз в сезоне российский гимн над подиумом трассы, принимающей этап чемпионата мира. 3-й раз подряд российская команда G-Drive Racing становится сильнейшей в категории LMP2. Отличное завершение сезона. Илья Гуревич, все на матч.